Здравствуйте, друзья мои! Это предновогодний 10-й выпуск рубрики Bar Skills в рамках бартендерского клуба Бакарди Мартини. Я надеюсь, что у всех прекрасное настроение, заряжены позитивом. С вами ваш верный слуга Виталий Колпин. И сегодня я бы хотел продолжить занятие с ложкой, разобрать еще одно движение. И дальше мы соберем из нескольких элементов очень красивые связочки. Я вам сразу покажу, что мы сегодня будем делать. А это именно такое движение с ложкой. Первую часть движения мы с вами уже разбирали в 8-м выпуске. И сегодня просто его немного усовершенствуем. Итак, начинаем мы с вращения вокруг пальцев. Дальше, когда ложка приходит в это положение, мы не останавливаем ее, стараемся сохранить инерцию и закидываем на руку, так, чтобы она у нас попала вот на эту часть. Дальше, выгибаем руку, так, чтобы ложка могла свободно вращаться. Почему? Потому что если мы будем держать как-то так, сами понимаете, что ложка просто врежется в руку. Поэтому выгибаем руку, так, чтобы ложка могла прокрутиться на внешней стороне ладони. И дальше, за счет, опять же, своего движения, она переваливается через руку, сделав один оборот, и ловим между средним и безымянным пальцем. Еще раз покажу. Движение выглядит достаточно красиво, но не так просто его сделать. Я специально попробовал потренировать свою левую руку, потому что она вполне достаточно стабильно получается на правой руке. На левой руке не так просто, поэтому специально буду показывать на левой руке, чтобы разобрать те моменты и те сложности, которые могут возникнуть. Итак, первое – это когда у нас ложка приходит вот в это положение. Здесь очень важно сохранить силу инерции. Дальше, когда мы закинули ложку на руку, очень важный момент – это выгибать руку. Не прогибать, а выгибать. Тогда у нас есть возможность свободного вращения на руке. Когда ложка приходит в это положение, старайтесь делать так, чтобы она практически горизонтально была. Когда мы закидываем ложку на руку, здесь важный момент, не нужно подталкивать ее пальцами, ничем не нужно подталкивать. Используем ту силу, с которой она вращается. И дальше ждем, пока ложка у нас перекатится по руке. Вернемся к правой руке, я еще раз детально объясню. Закидываем ложку на руку и отпускаем ее свободно вращаться. Дальше. Кисть тоже немножко меняет положение, для того, чтобы удобнее было просто схватить ее. Вы можете тренироваться, просто начиная движение без вращения вокруг пальцев. Вот, буквально с такого положения. Раскручиваем ее между пальчиков, закидываем на руку и берем. Дальше соединяем два движения, и получается вот такая вот фишечка. Мы можем продолжить и это движение дальше, допустим, таким элементом. Или движением, которое мы делали на прошлом занятии. Также можете попробовать принять ложку мизинцем и безымянным пальцем. Тогда дальше можно будет продолжить таким движением. Хорошенько потренировавшись, появится ощущение, как ложка вращается на руке. И дальше можно будет поэкспериментировать, почувствовать, как она вращается дольше, ловить баланс. И можно будет делать несколько вращений перед тем, как принять ее в рабочую позицию. Важный момент, на который стоит обратить внимание, это, естественно, ложка вращается у нас на центре тяжести. Здесь у нас смещенный центр тяжести, поэтому я начинаю движение именно с этого положения, и когда закидываю ложку на руку, как раз центр тяжести приходит примерно у меня на момент вращения, на точку вращения. Если, допустим, мы используем ложку, у которой центр тяжести находится посередине, да, в этом случае можно начинать как раз таки с движения, которое мы с вами рассматривали во втором выпуске, и продолжить его вращением на руке. Здесь, чтобы было проще, беритесь выше центра тяжести, немного выше центра тяжести. То есть если у нас центр тяжести находится примерно здесь, то я беру на небольшом расстоянии от него. Дальше начинаю движение и закидываю ложку на руку. Опять же, можно потренироваться, заставить ложечку вращаться на руке дольше и комбинировать его с ранее изученными движениями. Друзья мои, я знаю, что это непростые движения и понадобится время, чтобы их освоить. Поэтому в следующем выпуске мы с вами отдохнем от ложек и поварешек, поиграемся с трубочками. Я покажу и расскажу, как делать движения с трубочками, расскажу, откуда они пришли и как ими можно пользоваться. Поэтому у вас будет время для тренировок. А пока я хочу вас поздравить с наступающим Новым годом.
И пожелать вам, пожалуй, что позитива, позитива, позитива. Искать его везде и во всем. В самых непростых ситуациях везде искать позитив. Поверьте, он всегда там есть. Ну что, друзья, спасибо, что были в этом году с нами. Отличного вам настроения, хороших праздников и увидимся в следующем году.